Здравствуйте, друзья! Всем привет! И мы вас приветствуем из Вьетнама. Сегодня у нас хоть 1 апреля. Точно, сегодня у нас 1 апреля, никому не верю. Но нам верить можно, мы реально во Вьетнаме находимся. Город Дананг. Прилетели мы 28 марта. Одну ночь жили в Хошимине, потом перебрались в Дананг. Правда, Дананг нас встретил вот такой вот пасмурной, немножко прохладной погодой. Но сегодня уже гораздо теплее, чем было до этого. У нас утро, у нас новый день. И мы с вами планируем этот день прогуляться, посмотреть и доехать до рынка. Но сначала дойдем до пляжа, и мы вам покажем, дойдем. Да, какое пока еще море. Мы надеемся, что оно все-таки наладится, но пока море именно будет таким, каким сейчас вам его покажем. Пойдем. Идем в сторону пляжа. Сейчас, конечно, кайф для серфингистов. Да, для них это прям вообще. Потому что волны такие. Но мы... Сегодня третий полноценный день в Дананге наш. И получается, мы ни разу пока сюда не дошли. Потому что был ветер очень сильный. Но сегодня, кстати, относительно тепло. Вот мы взяли кофты, надели. Я могу сказать, что я вот иду в кофте. Но в целом мне не холодно, мне комфортно. Есть небольшой ветерок, но он уже не так сильно продувает насквозь, когда этого продувал. Потому что вчера прям вообще был холодный день. Да, вчера был очень холодный день. Кстати, мы смотрели для проживания, вот этот отель тоже рассматривали. Но здесь очень мало номеров, которые с балконами. Как видите, практически большая часть номеров идет без балкона. Вот, и стоимость у него достаточно высокая. Так. Ну, хоть дойдем, хотя бы, может, мы, конечно, не поплаваем, но насладимся с вами. А то приехать на море, не быть на море. Но здесь просто такие волны. И это еще не самые большие волны, которые здесь были. Здесь заливало очень здорово. Ой, запах моря. Господи, какой кайф. И шум воды. Класс. Доехать до рынка, потому что рынок находится на другой стороне от моста, ну как бы от реки. Вот, конечно, можно было дойти пешком, но где-то примерно, наверное, минут 40-50 идти. Вот, быстрее доехать. Через мост. Да. Быстрее доехать было на такси. Такси от нашего отеля до рынка мне показывает 70 тысяч вьетнамских донг. То есть мы отбрасываем 3 нуля, умножаем на 3, это 210, и еще 7 на 5, это 3. Короче, где-то 250-260 рублей доехать до вот рынка. Так-то так. Мы приехали на рынок. Есть центральный вход с той стороны, с набережной. Наверное, мы там зайдем с тобой, чтобы показать его, чтобы всем было лучше ориентироваться. Но, в общем-то, такси нас остановило чуть сбоку. Вход основной
Хан Маркет. Это основной маркет дневной. Работает он до 5 часов дня. По-моему, уже 80 лет, как этот рынок здесь находится, работает. Как-то так я прочитала. То есть один из самых старинных рынков, который находится в Дананге. Здесь очень удобно купить эти продукты. Здесь же есть едальни. В общем-то, если вы что-то хотите приобрести, то удобнее всего здесь пройтись и поторговаться. Ночные рынки, там, конечно, ценник повыше, они более туристические. Но я думаю, это тоже такая туристическая часть. Сегодня нам сразу предложили попробовать авокадо кофе, очень понравилось. А это манго-йогурт или что? Ну, манго-шейк. Манго-шейк. Как тебе? Мне очень понравилось. Манго или авокадо? Манго. Манго? А тебе, наверное, авокадо. А мне авокадо. Давай возьмем. Взяли. Дзынь-дзынь. Идем дальше. Мы, получается, зашли там, где еда. Основной рынок чуть-чуть дальше. Здесь я бы не стала. Ну да, не очень приятный. Но хотя здесь очень много есть местных. Здесь мясо продают, смотрю. Да. И много-много вот таких рядов. Идем смотреть, что есть. Еще есть второй этаж. Манго 250, 260. Какие-то лепешечки. Кальмары, да. Шапки, обувь. Сумочки, кстати. Вот такие. Вот у меня они. Да. Смотри, вот эти вот сумки. Сколько, интересно, они стоят? И сумочки маленькая стоит 100. Ага. Вот а они вот, разные. А вот побольше. And bigger. How much it? 120. А вот с Данан. Данан. Не Данан, yeah. Тоже 120. Купили сумочки. Да. Сейчас смотри, твой кофе здесь есть, вон Легенд. Различные. Сумочки, так что здесь очень удобно покупать. Вот они всякие. Ой, я помню, в магазине их видела. Переверни, посмотри, там есть ценник? Мальчику, вот этот переверни. Там есть? Нет ценника. Интересно, почему они стоят? Упаковка магнитиков 70, одна 20, а упаковка магнитиков 70. Так, идем дальше. Здесь много, конечно, всего интересного, что можно купить. Главное торговаться. Вот, в общем-то, неплохо сбрасывают, если поторговаться. Но цены в открыто не написано нигде. Место, где можно жемчуг. Но здесь, конечно, надо его проверять, но в том числе можно посмотреть на втором этаже. Одежда, обувь. Майки Гуччи. Смотри, майки, получается, по 80. Вот они, видимо, обычно идут. Вон там вот куча всяких сарафанов. Майки здесь вот эти вот всякие разные, особенно вот такого формата, стоят примерно 100. То есть на русские деньги это 350 рублей. Ну, в общем-то, вообще ни о чем. Или вот она майка. Вот чисто вот это вот стоит 100. 350 рублей. И до момента, где начинаются ткани. Так что, в общем-то, здесь тоже ткани можно купить. Вот смотри, расшитые какие красивые. Ну да. Прям вышивка очень красивая. Вот. Мы посмотрели купонную ткань, типа вот такого формата, шелк. Стоит 250 местных рублей за метр. Грубо говоря, 875 рублей за метр, если на наши деньги. Получается, ткани идут различные. Расшитые в том числе. И здесь можно заказать платье, вам, в общем-то, готовы здесь все сшить. Хорошо, жду. Смотрите, как красиво смотрится. Могут вам шить. Пошивочный цех. То есть можно взять, купить ткань и тут же заказать, и вам сошьют костюм либо платье. На самом деле здесь одежды очень интересные, много и легкой, всякой такой. И она, в общем-то, недорогая. Ну да, мне кажется, то зарядки. Ну вот смотри, сарафаны по 100 идут.
Очень приятно на ощупь, такие прям приятные сарафанчики. То есть на наши деньги это примерно 350 рублей. Вот вообще сарафанчики. И в целом можно найти наш размер. Или вот сарафан такой вообще легкий. И, конечно же, здесь полно обуви. Огромное количество обуви. Да, вьетнамки надо посмотреть, точно. Кто хочет кроксы, но у кого нет денег на настоящие кроксы, могут прийти на рынок и купить всевозможные здесь. И здесь главное вот эти вставочки. Да, они уже, вот смотри, с Микки Маусом, мне нравится, это с Микки Маусом. А их еще здесь можно купить отдельно. Вон, видишь, Да, их очень много. Ну, прикольно вот эти вот. Рынок достаточно большой. Внизу у нас продукты, сувениры, наверху одежда, обувь, сумки. В общем-то, рынок, с одной стороны, не очень большой, но достаточно вместительный. Здесь за счет того, что очень узкие проходы, рядов очень-очень много. Они идут и так, и сяк, и наперекосяк. Вот. Первый этаж, как вы сказали, это больше продукты питания, какие-то сувениры. Второй этаж – это одежда, обувь, сумки, в том числе много реплик. Вот. Если вам нужно что-то купить в подарок, если вам нужно купить какую-то реплику, да, я думаю, такие люди тоже есть. В общем-то, здесь все это можно купить очень недорого, но не все продукты. Например, мы смотрели по, ну, может быть, нам как называли, стоимость на конфеты. здесь дороже. Здесь, оказывается, дороже. Ну, вот мы на те конфеты, которые мы сравниваем в магазине они были дешевле. Ну, не знаю, может быть, нам называли такие цены, надо еще, конечно, с ними поторговаться. Ну, зачем торговаться, когда мы можем в магазине купить и оплатить картой? Да, вот. Но при этом, при всем, например, вот эти сумочки, которые вот, их очень популярные, они из холщовой ткани. Да, такие вот с какими-то картинками местными, типа там достопримечательностями, там с лилиями, с лотосами, с мостом, то они здесь будут дешевле, чем в городе, потому что в городе их можно купить там за 200-250, зависит от размера. Здесь идет 100 самая маленькая и 150 самая большая. Плюс можно немножко поторговаться. А здесь дешевле всего купить магниты. То есть вот такая вот сувенирная продукция здесь дешевле. Здесь очень недорогая одежда в виде маек, футболок. Вот особенно это вот. Мужских можно Выбор очень большой. майки купить. И качество вот прям вот приятно трогать. Обувь вся, да, она визуально сделана неплохо, но она довольно-таки жесткая. Из серии то, которая не совсем дышит. Вот лично у нас так вот возникло, да, по кроссовкам, вот по таким вот вещам. При этом очень многие покупают себе здесь кроксы, и теперь мы понимаем, почему в округе все ходят в кроксах. Они идут сюда и здесь их покупают. В общем, каждый, думаю, может найти какую-то интересную фишку для себя на этом рынке. Очень вам советуем сюда доехать, посмотреть. Я думаю, вы тоже можете для себя что-то интересное найти. Даже есть крокс-сумки. Честно говоря, мы не знали, что они есть. Ну, мы не знаем, если они у натуральных крокс. Если вы знаете, напишите, есть ли у натуральной марки. Зато вот применение да, вот этим всяким штучкам. Мы вышли. Теперь мы идем по навигатору в одну кафешку, где нам рассказали очень вкусный кофе. Мы когда ехали на такси в парк горячих источников минеральный, очень с водителем разговорились. Он нам, как местный житель, посоветовал все свои любимые места, куда он сам очень любит ходить. Вот, блин, вот зеленый горит. Нет, они, сволочи, все равно едут. Да, вообще, вот. И посоветовал нам одну кафешку очень интересную. Какой интересный магазин, сейчас зайдем с вами туда. Где помимо вкусного различного кофе еще можно арендовать костюмы. И там и очень много локаций. В них, в этих костюмах сделать фото красивые. Так, да, ради любопытства, давайте зайдем посмотрим. Все идут. Ну и нам стало дико интересно. Ну, раз все идут. Все идут. Так, ценник. Как бы найти ценник? Ей тоже надо спрашивать. Не вижу я цены. А здесь? Нет, я вижу только, что это написано «Прада» и все. В общем-то, здесь 3 этажа. Вот. А если кого-то интересуют копии, реплики чуть лучшего качества, чем на рынке, наверное, выгодно сюда пойти. Но опять-таки, цены здесь не указаны. Вот. А нужно с продавцами торговаться. Ну, обговаривать цену. Но мы, скажем так, не самые большие пониматели качества, но те вещи оригинальные, которые есть у нас, мы примерно плюс-минус сравниваем.
И, честно скажем, ну, не самое лучшее качество здесь. Потому что, ну, как бы, если сравнивать именно с оригиналом, то, ну, короче, много отличий. Тот же самые духи, они даже по цвету отличаются от натуральных. Они такое ощущение, как будто туда соки налили. В общем-то, Вьетнам та страна, где вы можете найти любого пошиба товара на любой вкус и кошелек. А я иногда удивляюсь, почему же у нас так много людей ходят в одежде, сумками и обуви именитых марок. Ну, прям вообще, да. Везде все это. Кстати, в Вьетнаме так вообще. Вот мы вчера, когда были на Банан-Хиллз, там очень много было различных групп туристов. Причем в том числе из Китая, из нашей Поднебесной. Знаменитая Поднебесная, где, мне кажется, есть реплики, копии вообще всего, чего только. Ну да, не вот они, да. Вот. И вот именно китайские туристы отличаются тем, что, знаете, сплошной Луи Виттон, сплошной Гуччи. Причем он в Гуччи, вообще вот все в Гуччи, она вся в Гуччи. И ребенок у него вот здесь сидит весь в Гуччи. Ну вот, смотри, вот опять же. Ну да. Мне кажется, Получше качество будет. Получше качество. Ну, в общем-то, как вы понимаете, страны Азии умеют находить даже такое, да. Движемся мы дальше по части, которая идет за пределами реки. Скажем так, это часть local, где, в общем-то, меньше туристической зоны, больше зона для местных. Человечек спит на собственном мопеде. Мне кажется, они на них ездят, едят, спят. Они на нем родились, на нем и помрут. Да. Но трафик здесь гораздо ниже. Да, говорю, трафик здесь гораздо ниже, чем в Нищанге. Да. Это, кстати, театр какой-то. Написано театр. Наверное, кинотеатр. Возможно. Кажется, нет, скорее всего, театр, наверное. Будут какие-то там передачи. А машин-то вы не смотрите. БМВ, Ну, слушай, здесь тоже есть достаточно обеспеченные люди. Мерседес. Ну, логично. Причем у них именно ездят именно на таких машинах. Или на очень крутых, или на мотоциклах. Я мимо какого-то магазина, называется Лолем. Думаю, может, это местная марка? Хотим зайти глянуть. Забавно. Какая-то очень странная позиция в магазине. Вроде как одежда со своим лейблом, но при этом с атрибутикой очень известных марок некоторых. Так, майка 4,60. Такая интересная коллаборация получается. Идешь такой, думаешь, ага, вроде магазинчик какой-то интересный. Марка Лорен. Лолем, по-моему, ну, короче, не суть, как она называется. Идешь такой, заходишь, смотришь, и как не понимаешь, а чё какая-то одежда здесь странная, почему на ней всяких лейблов полно? Да, значок на кофте Шанель, Луи Виттон, Селин, а этикетка Лолем. Ну, в общем, такой тоже здесь есть. Все, держим путь до одной кафешки, кофейни антуражной. Надеюсь, все-таки держим путь правильно, нас навигатор ведет правильно. надеюсь, она того стоит. Да. Но опять-таки, сказать, где она находится, нам сложно. Мы обычно делаем точку на Google карте и всеми локациями в таком формате, как именно точка на Google карте, делимся. Делимся точно в нашем телеграм-канале, поэтому если хотите путешествовать одновременно с нами и видеть все локации, где мы бываем, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там все есть. Вот. Также, конечно, вы можете задать вопрос в комментарии, мы, конечно, с удовольствием с вами поделимся. Вот. Но оперативнее будет, если вы подпишетесь на наш телеграм-канал. Сейчас покажем вам очень интересный антуражный Вьетнам. Вот такой вот. Отдыхают прямо на улице, гамачки развесили и отдыхают. Прикольно. Мы дошли, вот оно, Куанго кафе, по-моему, только оно не работает. Ну вот оно, получается, оно все такое длинное. Вот оно. И вон вход. Как здесь красиво.
И рыбки плавают в прудике. Какая прелесть. Как раз вот здесь можно арендовать костюм. По-моему, 49 тысяч стоит один костюм в аренду. Здесь очень, нам советуют сказать, что очень вкусные кофе всякие делают. И цены, ну, достаточно такие невысокие в сравнении с туристической зоной. Антуражное такое местечко. Прям вообще. Достаточно большое, здесь очень много локаций. Принесли наш кофе. Так, соленый кофе, а это кофе кокосовый с кокосовой стружкой. А еще разнесли чай. Интересно. И вот такой вот вид красивый. Видите, такие забавные. Вот им. Она постоянно таскает у меня еду. Вот делает это вот так вот. И смотрите, оп. Не, ну сейчас как-то было не так интересно. Вот, они сейчас идут. Драка, пошла. Вот, сейчас вот, все приплыли и начали разборки между собой. Да. Где кусок? Кафе нам очень понравилось. Здесь очень вкусный кофе. Офигенно вкусный. А еще, конечно, очень-очень антуражно. И ценник достаточно приятный для Вьетнама, потому что все-таки это уже как бы не совсем туристическая часть, это больше часть для там, где живут местные жители. Скажем так, часть по другую сторону от реки. Плюс вы можете взять в аренду костюмы, а здесь они недорого стоят, и сделать еще красивые либо фото, либо видео. В общем-то, на этой вкусной, приятной ноте мы с вами попрощаемся. Продолжение нашего дня будет в новом выпуске. А на этом вам говорим до свидания, до новых встреч. Желаем вам крепчайшего здоровья и хорошего настроения, потому что хорошее настроение мы всегда создаем себе сами, везде. С нами мечта в сердце зажжется, а печали и заботы уйдут далеко, и мир как книга развернется.